В двух последних сериях третьего кура аниме Блич «Тысячелетняя кровавая война» есть все. Новый лор, новые шикарные боевые секвенции и новые сцены. Очень много новых сцен. Ну а с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю, как всегда, про Блич. А 39-я серия начинается с новой сцены, и в ней нам показывают капитана Укитаки, точнее то, что от него осталось. Король душ мертв. Мимихаги был порван на части Яхве, но черный след из частиц все еще присутствует. Более того, поддерживает какое-то подобие стабильности. Честно, у меня нет идей, что там на самом деле происходит, так что лучше не буду умничать и отдам это на откуп лороведам. Далее нам показывают Врата Солнца, Урю и Хашвальта. Это сцены из 659 главы манги, и тут стоит сказать, что в обозреваемых двух сериях аниме все сцены перетасованы относительно манги, так что держите это в голове при просмотре. Я же не буду говорить об этом каждый раз. Итак, Хашвальд спускается по лестнице в большой зал с канделябрами. Так было в манге. Вообще ничего не говорит о том, что двое из верхушки Квинси стоят с солнечными вратами, где они и находятся в аниме. В манге Хашвальд говорит о том, что нашел множество непонятных листочков по всему Варвельту и пытается при помощи этого факта надавить на Урю. В аниме же он его пытается подловить на слове. Кроме того, в аниме нам показывают, как глаза Хашвальда на секунду меняются с красных глаз Алмайти на его обычные синие глаза. У меня есть несколько вариантов того, что это может означать, но будет лучше, если я прочитаю ваши варианты, которые вы напишите в комментариях. Дальше нам показывают основной отряд шинигами, который добрался до цитадели, но путь им преграждает Жерар. Это все было в манге и еще до окончания боя Кюраку, но дело не в этом. В аниме изменили дизайн Валькирии, и теперь он ходит не в латных сабатонах, как в манге, а уже ближе к тому, как выглядит типичный древний воин в сандалиях. И тут мне стоит добавить интересный факт из уст самого Тайта Куба. Он упоминал, что мотивом в дизайне элитной четверки Яхве является война в разные эпохи. И если вы сейчас начали строчить комментарии, поясню. Хашвальд — это гранд-магистр Штормриттеров, а Урю — наследник, и они оба не находятся в Шутштафеле. Итак, Пернида олицетворяет эпоху древних войн, так как не имеет при себе никакого оружия и сражается, простите за каламбур, голыми руками. Жерар Валькирия представляет собой эпоху средневековья, где все сражались с мечом и щитом, хотя я скорее назвал бы эту эпоху античностью. Лилье олицетворяет современную войну с применением огнестрельного оружия, а Аскин — новейшую химико-бактериологическую, так как может отравить противника буквально чем угодно. А дальше в аниме приходит Ренджи и опутывает руку Жерара своим Забимару. И это тоже было по манге, ведь по манге никакого боя Урю и Ренджи не было. В аниме же, чтобы вернуть сюжет в колею, добавляется новая сцена с Вайзардами, которые нашли павшего Абарая, и Хачиген Ушода залечил его рану, отдельно отметив, что она была сделана специально так, чтобы Абарай не умер. А я напоминаю, что говорил об этой привычке Урю не наносить смертельные раны еще в разборе 33 серии. Итог не изменился. Жерар по-прежнему преграждает путь, и нас переносят к Аскину, который разговаривает, объясняя лор. В манге он тоже так делал. Правда, как вы можете видеть, Аскин упоминает, что Жерар уже стал гигантом. Ну, вы понимаете, это перестановка сцен в сюжете. В аниме, за место слов о Жераре, Аскин философствует о том, что сражения идут один за другим, и им не будет конца. Затем он объясняет, что Жерар и Пернида получили шрифты просто потому, что так надо. Ведь они уже владели своими силами, и Яхве не нужно было делиться с ними своей силой. Как Пернида попал к Яхве, понятно. Как же у Усача появилось само сердце короля душ, непонятно до сих пор. Возможно, это раскроют в 4-м куре. Это все было по манге. По манге же был и коврик из Ичига. И тут стоит дать пояснение данному факту. Многие ругают тысячелетнюю кровавую войну потому, что шинигами побеждают своих противников лишь потому, что их способности идеально контрят Квинси. Например, Кенпачи,
обладающий огромной силой, вышел против Грэмми, который не мог напрямую влиять на тело Кенпачи и пытался закидать его физическими атаками, а потом его тело не выдержало мощь Зараки. Любой другой капитан проиграл бы Грэмми. Или, например, Лилье, который был неуязвим и пронзал все, но был побежден мечом, который отразил его атаку. Опять же, любой другой шинигами проиграл бы ему. Так всегда было в Бличе, но почему-то именно ТКВ хейтят за это. Однако вот пример обратного. Ичиго, человек, который сражался с Яхве без Алмайти не просто на равных, а доминировал его, легко проигрывает Аскину по причине того, что тот полная его контра. Аскина надо побеждать одним ударом, до того, как он накопит свою сопротивляемость. А Ичиго, наоборот, почти никогда не бьет в полную силу. Поэтому слив Ичиго вполне закономерен в рамках баланса сил Блича. Но в комментариях под серией обязательно найдутся нытики. Чат и Орихиме легко попадаются в сети к Аскину, тот объясняет свою способность, это все было в манге. А дальше приходит Юруичи и показывает, как сражаются прекрасные девушки. В манге, когда появились крылья из молний, ее оранжевое платье слетело где-то за кадром. В аниме... Простите, я засмотрелся. Вайфу все же. Как вы помните, техники Сюнка приводят к тому, что одежда срывается со спины. Именно поэтому так выглядит форма главы отдела тайных операций с открытой спиной. Здесь же с Юруичи слетает вся обычная одежда и остается только боди, наверняка специально задизайненная Урахарой. Это нам воздалось за отсутствие в аниме персика руки. И чтобы мы еще больше впечатлились, нам показывают то, как она кастует Райджин Санкей. Какие офигенные импакт-кадры, это просто песня. Мое уважение аниматорам. И звуковикам, которые делали эти звуковые эффекты. Звучит очень мощно. В манге это тоже выглядело красиво, но в аниме красивей, мое мнение. Дальше нам показывают то, как Рейнджи с Бьякуей отделали Жерара. И тот начинает рассказывать типичный бличевский пафосный спич о чуде. И Бьякуя ломает ожидания зрителя, добивая Жерара с жестокостью, непривычной для Момо Хинамори. Это все было в манге. Дальше миры снова начинают трясти, и это уже новая сцена, которая скрещена со сценой, которую я уже давным-давно посчитал вырезанной. Это сцена с Карин и Юзу, которые отмечают, что землетрясение длится подозрительно долго. Кстати, если кто не заметил, в этом моменте видно, как Сэй Рейтей просвечивается сквозь небо Каракуры. Это все Яхве, который уснул и теперь переваривает короля душ. Как я понимаю, во время переваривания устойчивость мира не гарантирована, ведь он фактически меняет несущую стену всего здания с короля душ на себя. Тряска закончилась, и Юруичи отправляет Ичиго с компанией дальше, ведь Аскин все еще жив. Но тут... Слышь, уйди отсюда, цензура малолетняя, ты мне весь вид загораживаешь. В манге Юшира появлялся при других обстоятельствах и еще успел шуточно подраться со своей сестренкой. В аниме же этого нет, так что можно считать, что из сюжета вырезана эта страница. Однако юмористическая сцена с Юшира, который не понимает сарказма, осталась, хоть и перенесена на другие обстоятельства. Сам же Юшира оказался не лыком шит и со всей силы бьет по Аскину. Это тоже было в манге. А затем нас переносят обратно к Жерару, который не умер, но из-за полученных ран увеличился в размерах. И этот момент дополнен новыми сценами. Например, Мацумото подобрала Ханатаро, и они вместе бегут и видят издалека, как увеличивается Жерар. И тут я просто обязан вставить эту страницу из манги, где переводчик на русский устами Ренджи высказал удивление всех шинигами при виде этого гиганта. И здесь снова дополнение сцены из манги. По манге Жерар сразу поймал Момо и Хирака. В аниме же парочка из 5-го отряда смогла показать командную работу. Сначала Момо делает рокет-джамп при помощи кида и своего меча, а затем Хирака выдает кида 90 уровня без заклинания. Да, Жерару больно, но на его теле все же нет видимых повреждений. Может быть, если бы Хирака прочитал все заклинание целиком, урон был бы больше, но даже так челкастый показал свой уровень. И тут стоит отметить слона в комнате.
Жерар нарисован в 2D, а не в 3D, как думали многие, и я в том числе. Знаю, многим не зашел 3D Пернида, но если во время его отрисовки в 3D 2D художники занимались Лилье и Жераром, то 3D рука — это очень малая цена за то, чтобы увидеть настоящий эпик, нарисованный в честном 2D. Но нас переносят обратно к Аскину, который снова пережил атаку и получил креацию Юшера и Юруичи иммунитет. В Юшера втыкается 3 стрелы в грудь, а Юруичи в панике. Это все было по манге. Что не было в манге, так это продолжение диалога Хашвальта и Урю, в котором блондин говорит о том, что он перестал видеть весы, намекая на силу своего шрифта, что для мангаридеров не особо интересно, но аниме онли призадумаются. Дальше снова все по манге. Урю отпрыгивает от взрыва и встречается снова лицом к лицу с Ичиго, а после эндинга нам показывают новую сцену. Отец Ичиго находит отца Урю на кладбище. Очевидно, это кладбище Гемишт Квинси, которые погибли из-за Аусвелена Яхве. Нам показывали схожее кладбище в такой же новой сцене из второго Кура. И здесь я должен напомнить, что через 2 часа после выхода этого видео пройдет стрим, где я с другими ютуберами буду смотреть эти 2 серии на Твиче. Обязательно приходи. А еще ты можешь поддержать меня, подписавшись на Бусти и получив доступ к эксклюзивному контенту. Спасибо всем, кто уже подписан, но отдельно хочу поблагодарить главного героя Onyx Драгона и главнокомандующих Найт Киви и Николая Бондаренко. А 40-я серия начинается с Ичиго, которого, я надеюсь, перерисуют в Blu-ray версии аниме, а иначе это позор показывать такое по телевизору. Однако, как говорит Хашвальд, все фигуры в сборе, и он приказывает Урю убить своих друзей, чтобы доказать, что он не предатель. Момент, когда крылья фальшстендинга Урю отражаются в глазах Юграма, выглядит очень круто. Отличная находка аниматоров в сцене, которая идет точно по манге. А затем нас снова ждет новая сцена. На этот раз она идет от лица Сокена Исиды, деда Урю, который фактически пересказывает мое видео про Яхве и его мотивацию, только уже от его лица. Сбежавший из Ванденрейха Сокен считал Яхве тираном, уничтожавшим свой народ для обретения обратно силы после поражения Ямамото. Но, как это обычно бывает, мотивация Яхве куда глубже, о чем я и говорю в 36-минутном видео, которое сделал на пару стадий. Если вы хотите узнать картину мира глазами Яхве, который хочет поменять этот отстойный мир, я настоятельно рекомендую посмотреть его. Ведь ни у кого из других ютуберов вы не увидите столько лора по Яхве в одном видео. Но мы возвращаемся к сцене Аусвелена. Здесь видно, что священный отбор зацепил и самого Урю. А затем в отражении лужи нам показывают... непонятно, что там показывают. Скорее всего, чей-то лук Квинси. Зачем? Кто-то собрался стрелять? Но Яхве же лишил всех Гемишт Квинси сил и жизней. Запомним этот момент. Наверняка он раскроется в 4-м Куре. Что еще интересно, так это то, что мать Урю будто бы совершенно не почувствовала Аусвелен. Хотя была Гемишт Квинси, и ее должно было зацепить первой. Ничего не понятно, но очень интересно. Далее нам показывают короткую боевую секвенцию, и она отлично анимирована. Мое уважение аниматорам. Тут есть и хореография, и демонстрация силы, когда Ичиго Гецугой прорезает насквозь всю цитадель, и вайбы битвы с Улькиорой, когда Рыжий оставлял поток энергии, чтобы переместиться в пространстве. Именно так расширили всего 2 довольно скучные страницы из манги. Мне нужно говорить о том, что 3-й Кур лучше предыдущих, или и так понятно. А после новой сцены у нас еще одна новая сцена. На этот раз нам показывают, как Лильтота и Жизель приходят к Яхве. Просто напоминаю, что в манге нам лишь постфактум показали, что они проиграли, а в аниме весь их путь. Тут стоит добавить то, что в манге Яхве пришлось даже вставать, чтобы одолеть их. В аниме же он отпинал их, не вставая с трона. Делайте выводы. И что у нас происходит после новой сцены? Правильно, еще одна новая сцена.
На этот раз с Аскином и Йоруичи. По манге следующее их появление начинается с того, как Аскин мирно ведет беседу с богиней Грома о желании жить. В аниме же их бой расширен. Ну и какой Блич без шикарных пролетов камеры. Окей, я провожу в комментариях перепись тех, кто в этот момент начал завидовать Аскину. Однако мне не дает покоя то, что Аскин в моменте угнался за скоростью Йоруичи. Он совершенно точно не должен перенимать способности противника, как Пернида. И поэтому меня эта ачивка смущает. Если вы не завидуете Аскину в этом моменте, то напишите, почему Наклевар обгоняет бывшую главу клана Шихоин по скорости. А что у нас идет после новой сцены? Правильно, еще одна новая сцена. На этот раз расширен бой с Жераром. Очень важно, что в аниме показали страх Хинамори. Это нам еще пригодится в 4-м куре. Вид из глаз Жерара на город. Тоже отличная находка. Ну и, конечно, расширили присутствие вайзардов. А этот момент мне очень сильно напомнил их появление во время боя над Каракурой. Правда, теперь не совсем понятно, эта сцена была сделана в дополнение или взамен краткой стычки вайзардов с Жераром из манги. В манге не было настолько пафосного появления и был только бой. Кстати, напоминаю, что всем вайзардам Совет 46 запретил использовать маски на территории Сейрейтея. Но так как технически они находятся в бывшем дворце короля душ, следовательно, они никакой запрет не нарушат. А что у нас идет после новой сцены? Еще одна новая сцена. На этот раз с Юкио и Рирукой, которые спускаются вниз в Сейрейтей в гости к Кукаку Шибе. И это шикарнейшее дополнение, которое закрывает один из вопросов из манги. А именно, каким образом кое-какие личности поднялись наверх. Какие именно личности, я спойлерить не буду, ведь нам шикарно показывают начало сцены из манги, а именно падение Лилье Баро. Точнее, его перья упали вниз и превратились в этих маленьких цыплят. А что у нас идет после новой сцены? Правильно, вырезанный сюжет из манги. Точно вырезаны переговоры рядовых шинигами, которые не понимают, что такое свалилось на них с неба. И, возможно, вырезаны слова Лилье о том, что его нимб исчез, будто бы он совершил грех. Но я надеюсь, что эти 3 страницы перенесут на 4-й кур, поэтому не буду их пересказывать. Скажу лишь, что именно из-за потери нимба лейтенант Кира смог разрубить одного из цыплят. Да, Dead Inside вернулся, пусть и не в самом целом виде. Дальше в аниме нам показывают флешбэк Ичиго и Исиды, которые мирно беседуют на крыше школы. Эта сцена идет в точности по манге, исключая то, что в аниме у маленького Урю нет никаких фраз, и нам просто показывают то, как Рюкен анатомирует свою жену. И это очень важная сцена. Запомните ее, а не то потом будете в недоумении от концовки. Нас возвращают обратно, и Ичиго пытается поговорить с Исидой. Это тоже было в манге. Правда, в манге не было настолько дерьмово нарисованного лица Урю. Надеюсь, в Blu-ray пофиксят. Единственное изменение в этой сцене это то, что в аниме никак не упоминается то, каким образом Исида будет взрывать весь Варвельд. Но это обязаны рассказать уже в 4-м куре. И точно так же, как и в манге, приходит Хашвальд и заявляет, что видел все. Нет нужды пересказывать всю сцену, разве что в аниме еще раз наглядно показали временное отключение красных глаз Олмайти. А дальше еще одна сцена из манги. Это сцена прибытия Рюкена и Ишина в Варвельд. И даже в эту скучную, но сюжетно важную сцену добавили еще один пролет камеры, а затем и еще один пролет камеры, на этот раз плавно переходящий в эндинг. Я доволен. 3-й кур закончили, как и 2 предыдущих, на надежде. Надежде на то, что наши победят. И теперь все зависит только от Ичиго, Чада и Орихиме. Точнее, только от Чада, будем честны. После эндинга появляется Аскин, и прямо как Кон в предыдущем куре начинает развлекать зрителя оставшийся хронометраж. Но при этом дает нам немного лора, упущенного в аниме. Например, о первом составе Шутштафеля, которые были
рядом с Яхве во время первого вторжения в сообщество душ. А теперь пора бы мне высказаться об итогах третьего кура Bleach ТКВ. Возможно, когда я его пересмотрю, у меня будет другое мнение. Но сейчас третий кур мне нравится больше двух предыдущих. Да, графика в первом куре, особенно в первых сериях и во время боя Ямамото, была обалденная. Но все же, третий кур дал нам огромное количество новых сцен, которых не было в манге. Это не только полноценные бои, которые к тому же отлично поставлены и санимированы, но и закрывается все больше сюжетных упущений самого Тайта Куба. Именно в третьем куре я куда реже говорил, что что-то вырезано из манги, куда чаще я говорил про новые сцены. Кроме того, к концовке сюжета подводится куда больше ниточек, и они куда прочнее, чем в манге. Ну и, наконец, самое главное. Полностью раскрыта мотивация Яхве и причины его нападения на Сэйрэй. Манга этим похвастаться не может. Обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях. А теперь давайте поговорим о дальнейших планах. В зимнем сезоне нет ни одного аниме, про которое я бы хотел снимать ролики. Поэтому канал уходит на небольшую спячку. И вместо одного видео в неделю будет один ролик в месяц. А тему для первого видео в новом году выберете вы на 10-часовом стриме-аукционе, который пройдет с 18:00 31 декабря и до утра 1 января. Будем играть в разные игры, проходить аниме-квизы, поздравлять друг друга, ну и все такое. На аукционе будут представлены вот эти 7 тем. Кроме того, я возобновляю постоянные стримы на Твиче, где мы будем смотреть аниме. Например, Наруто или Хвост Феи. Ну и, конечно же, будут выходить реакции на Бусти. Например, вот уже собрали на Звездное Дитя и Фарфоровую Куклу. Так что совсем без контента вы не останетесь. А так, ждем третий сезон Безработного, второй сезон Фрирен, четвертый кур Блича. Ну а вы не забывайте Стила. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.